Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск новостей из мира страйкбола за прошлую неделю. Конечно, на этой неделе новостей не так много, как на прошлой, но зато есть кое-что горячее. Начать хочу с очень важного для нас события. Благодаря вам, вашей активности и вашей поддержке наш YouTube-канал по результатам международного голосования Airsoft Player Choice Awards был признан лучшим в мире YouTube-каналом про страйкбол. Несмотря на то, что мы уже пару раз побеждали в этом международном голосовании в номинации новости, я не особо верил, что мы можем победить в номинации YouTube-канал, так как тут мы конкурируем с англоязычными каналами, у которых априори шире аудитория. Но вы оказались активнее и лояльнее. Я не совру, если скажу, что сбылась моя мечта, так как еще каких-то 6 лет назад я не знал, как настраивать камеру, как писать и обрабатывать звук, как готовить материал. Более того, я даже не мог внятно говорить на камеру. Вот, посмотрите сами. Всем привет, меня зовут Александр Евгеньевич, и это канал Red Army Airsoft. В этом выпуске нашего канала мы сделаем обзор на страйкбольные версии AS-VAL от ЛКТ. Я смотрел на взрослые зарубежные каналы, как на богов из параллельной вселенной. Hey guys, Red Wolf Tim here, and you are watching Red Army Airsoft. И не мог допустить мысли, что когда-нибудь мы сможем соревноваться с ними на равных. И уж тем более я никогда не мог подумать, что когда-нибудь люди наш канал назовут лучшим. Это реально много для меня значит, и я очень вам благодарен. Из российских участников российский производитель пиротехники Tagin уже второй год подряд был назван лучшим в мире производителем страйкбольной пиротехники. Вполне заслуженно, учитывая, какие новинки они выкатили в прошлом году. К сожалению, остальные участники из России не набрали достаточного количества голосов для победы. Но если мы будем активнее в следующем году, все может измениться. Вручение тарелок пройдет 8 марта на выставке IWA 2020 в Нюрнберге. Мы туда полетим и постараемся организовать онлайн-трансляцию с церемонии в нашей группе ВКонтакте. Кстати, в этом году IWA, скорее всего, будет не так щедра на новинки, как в прошлом. Связано это, к сожалению, с коронавирусом в Китае. Да, многие производители из Азии, скорее всего, просто не поедут в этом году. Например, VFC официально заявили, что из-за эпидемии коронавируса вынуждены в этом году выставку пропустить. G&G тоже рассылают партнерам письма о том, что они не поедут. Но если конкретно со страйкболом на IWA будет все плохо, мы постараемся посмотреть интересные новинки из снаряги и от производителей огнестрела. Кстати, о производителях огнестрела. Скорее всего, в этом году цены на все привода АК-серии могут вырасти минимум на 7%. По информации от нескольких страйкбольных магазинов, концерн Калашников начал новую кампанию по защите своих патентов. Магазины говорят о том, что концерн требует 7% от продажной цены любого страйкбольного автомата АК-серии, а также всю отчетность по продажам этой продукции. Устно о том, что такие письма пришли, подтвердили сразу несколько магазинов, но предоставить какие-то сканы документов они отказались, поэтому на всякий случай пока эту информацию можно считать непроверенной. Если все-таки это не слух, то у магазинов остается только один способ продолжать торговать приводами АК-серии – это повысить цену. Такие дела. После прошлого нашего видео про выстрелы чекист в нашей группе ВКонтакте разгорелся срач, инициированный производителем страйкбольной пиротехники Басмач. Честно, мне не очень хочется пересказывать всю эту простыню на 150 комментариев, поэтому если вам эта тема интересна, я просто оставлю ссылку в описании для самостоятельного изучения. Но предупреждаю, там жара. Руна HPA анонсировали выпуск нового готового корпуса R15 для установки туда ВВД-систем. Особенностью данного корпуса является то, что он не предназначен для установки стандартного гирбокса, и в него можно напрямую установить ВВД-систему. Новый корпус подходит для ВВД-систем Proteus 3, Polar Star F2, Wolverine Reaper и Inferno. Вместе с корпусом будет поставляться внешний ствол, который сразу находится на одной оси с ВВД-системой, обеспечивая соосность. Планируется две версии – из алюминия на чипулу-станке и нейлоновая версия. Цену обещают лояльную. Других подробностей у меня пока нет. В магазин Airsoft Store приехала большая поставка продукции KG Works, в том числе множество популярных моделей страйкбольных ГББ пистолетов, Грингаз и CO2 магазины к ним и самое главное большое количество запчастей.
Пистолеты марки KG Works достаточно популярны в России, и они много у кого есть на руках. Однако, несмотря на популярность марки, запчасти для ремонта зачастую можно найти только на зарубежных сайтах. Теперь запчасти, которые чаще всего выходили из строя, вы спокойно можете купить в России. Ссылочка на все это в описании. Bull Gear Custom сделали кит, который позволяет стрелять из страйкбольного гранатомета ТАК-35 от Tagin без установки на привод АК серии. А если точнее, они превратили подствольный гранатомет в пистолет, который умеет стрелять тагами на вышибном заряде. При этом все родные детали ТАК-35 сохраняют свою целостность. Единственное, что пришлось снять, это прицельные приспособления. С одной стороны, у ТАК-35 одна из фишек — это рабочие прицельные. С другой стороны, когда ты много стреляешь, начинаешь попадать на глаз. Кит выполнен из пластика методом 3D-печати. Оценочная стоимость 7000 рублей. Помимо этого, Bull Gear Custom задались целью сделать максимально доступный для российского рынка гирбокс третьей версии, сделанный на ЧПУ из алюминия. И похоже, у них это получилось. Не так давно в продажу поступили новые гирбоксы третьей версии, выполненные на ЧПУ из цельного куска алюминия марки D16T по цене 5700 рублей за штуку. При этом при покупке вам дают скидку в размере 250 рублей на следующие покупки. А если сделать репост записи с анонсом из группы Bull Gear, то дадут еще скидку в 250 рублей. Итого технически ЧПУ гирбокс третьей версии можно получить за 5200 рублей. Дешевле пока нет. Работы над доступным гирбоксом второй версии тоже ведутся, но пока какой-то конкретики нет. G&G запустили продажи страйкбольного АЕК карабина GF85S. Корпус новинки выполнен из алюминиевого сплава. Внутри гирбокс второй версии с 8-мм подшипниками и тяговый мотор на 18 тысяч оборотов в минуту. Ценник 380 евро. Soma Gear анонсировали реплику тактического бокса NGAL, выполненного из алюминия на ЧПУ. Планируются две версии: с зеленым лазером, ИК-лазером и фонарем по цене $156 за штуку, и версия с красным лазером, ИК-лазером и фонарем за $146 за штуку. Старт продаж запланирован на март 2020 года. Raptor Airsoft показали новое видео с демонстрацией работы нового ГББ-пистолета MPED-443 Grudge. Показана полная работа затвора. Выхлоп обещают около 90 метров в секунду. Напоминаю, что ценник на этот пистолет Airsoft Rus называет в районе 12 тысяч рублей. Еще Raptor Airsoft показали новую версию спринговой снайперской винтовки SV98M. От стандартной версии она отличается только ложей и обвесом. Внутри все тот же AS-02 Striker. Вживую на новинку мы сможем посмотреть на стенде магазина Gunfire на выставке IWA 2020. После прошлого выпуска новостей в комментариях многие из вас просили подробнее рассказать про шлем Мандалорца, в котором я провел весь выпуск. Просили — рассказываю. Это реплика шлема из сериала «Мандалорец». Он выполнен методом литья в форму, из пластика, с последующим армированием. Покраска под цвет Бескар. Если кто не знает, Бескар — это такой мегапрочный материал из вселенной Звездных войн, который к тому же считается у мандалорцев священным. Визор, насколько я знаю, выполнен из поликарбоната и затонирован автомобильной тонировкой. Внутри шлема есть мягкие амортизирующие вставки, которые покрыты какой-то специальной тканью. На голове шлем сидит очень комфортно. Выдержит ли этот шлем попадание шаров, я честно не знаю и проверять не хочу, чтобы не испортить хорошую вещь. Изначально этот шлем позиционировался для косплея или как сувенир для фанатов серии, но вполне возможно, что шар он тоже держит. Сделал этот шлем Сергей Степанов. У него есть собственный YouTube-канал, который называется «Степанов запилит», и на котором, кстати, он рассказывает, как создавался конкретно этот шлем. Сейчас он работает над созданием наплечников, далее будет броня и оружие. Лично я планирую собирать полный комплект. Если вам эта тема интересна, переходите по ссылке в описании и смотрите. Я все сказал. В смысле, других новостей у меня пока для вас нет. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал. До скорого!